Привет! Долгожданный прорыв в руины секты истинной мантры состоялся и тут же обернулся катастрофой для каждого члена команды. Во-первых, вход напоминает идеальное ограбление. Команда Хань Ли взламывает древний портал, буквально вышибая защитный барьер мощнейшими артефактами. Пока оседает пыль от взрыва, Хань Ли и Ши Чуанькун успевают незаметно прикарманить редчайшие магические флаги пространства и времени. Куш сорван еще до того, как остальные успели сориентироваться. Во-вторых, вход в портал немедленно разбрасывает команду по разным углам. Пространственная буля мгновенно изолирует каждого. Хань Ли жестко приземляется в незнакомой белой пустоши, где связь с союзниками полностью оборвана. Он прошел всквозь все преграды, чтобы в итоге оказаться один, без ориентиров, без поддержки и без понимания конечной цели миссии. И, наконец, кольцо врагов сжимается стремительно. К руинам уже подтягиваются 3 могущественных фракции снаружи. А тайная энергетическая лазейка, которую оставил Ши Чуанькун, пропускает внутрь еще 3 крайне опасных демонов. Хань Ли один, в полнейшей неизвестности, а капкан уже захлопывается со всех сторон. А теперь слушаем дальше. Глава 656. Мертвый город. Немного подумав, Хань Ли покачал головой, разглаживая брови. Раз уж он не мог найти Лиса 3 и остальных, ему пока оставалось лишь самому исследовать это место. В конце концов, ему тоже было очень любопытно узнать, что это за руины. Насколько он знал, и священная ось мантры, и домен мантры были получены из секты истинной мантры, и ни один из них не был завершенным, так что, возможно, ему удастся найти здесь их полные версии. Как раз в тот момент, когда Хань Ли собирался отправиться в путь, ему вдруг пришла в голову мысль, и он взмахнул рукавом, чтобы призвать свою высшую небесную тыкву. По его велению из тыквы вылетела полоса золотого света, и это было не что иное, как тот золотой флаг, который он получил ранее. Он схватил флаг и начал внимательно его изучать, после чего обнаружил, что флаг был еще более примечательным, чем он думал. Золотые звездные узоры на флаге мерцали, как живые существа, и казалось, будто они могут в любой момент вылететь из флага. Более того, он чувствовал, как из флага исходят грозные колебания силы закона времени, и они были еще более внушительными, чем колебания силы закона времени в Золотом замке, который ему дал даосский мастер Цин Ян. Это тоже бессмертное сокровище с классом. От этой мысли в глазах Хань Ли промелькнул проблеск радости, и он открыл рот, чтобы выпустить вспышку золотого света, которая окутала флаг, прежде чем втянуть его в свое тело для очищения. В данный момент он находился в неизвестном и потенциально опасном месте, поэтому ему нужно было любыми средствами повысить свою силу. С этой мыслью Хань Ли убрал свою высшую небесную тыкву, а затем, на мгновение осмотрев окрестности, полетел в определенном направлении. Из-за ограничений, наложенных на его духовное чувство и зрение, он летел очень медленно, своим духовным чувством и адскими дьявольскими глазами постоянно осматривая окрестности. Несмотря на то, что здесь, по-видимому, было мирно и спокойно, в воздухе витало неописуемое чувство давления, которое заставляло его постоянно быть настороже. Как раз в этот момент в его сознании внезапно раздался голос Мо Гуана. «Товарищ Даос Хань, вы, должно быть, уже вошли в руины секты истинной мантры. Я слышал о секте истинной мантры еще, когда был смоляном. Вы что, один? Почему бы вам не выпустить меня, чтобы я помог вам? Ты вышел из уединения?» — спросил Хань Ли, явно очень удивленный тем, что внезапно услышал Мо Гуана. «После стольких лет упорного труда я, наконец, полностью слился с этим телом, и мне больше не нужно беспокоиться о том, что я потеряю стадию высшего зенита», — радостным голосом ответил Мо Гуан. «Вот как!» «Поздравляю», — ответил Хань Ли. Мо Гуан, похоже, не мог подавить своего возбуждения, и он продолжил. «Кто бы мог подумать, что я достигну стадии высшего зенита раньше вас, товарищ Даос Хань?» Хань Ли лишь улыбнулся в ответ, не обращая внимания на немного хвастливый тон Мо Гуана. Учитывая его мастерство над законами времени, его сила совершенно не соответствовала его базе совершенствования. Даже если бы Мо Гуан уже был на средней стадии высшего зенита, он все равно был бы уверен в том, что сможет с ним справиться. Мо Гуан, по-видимому, понял, что позволил своему возбуждению взять верх над собой, и поспешно добавил. «Конечно, учитывая ваши исключительные способности, пройдет не так много времени, прежде чем вы тоже достигнете стадии высшего зенита, товарищ Даос Хань. Несмотря на то, что ты успешно стабилизировал свою базу совершенствования, я думаю, тебе лучше продолжить укрепление в домене ветви цветка, и я позову тебя, если ты мне понадобишься», — сказал Хань Ли. Эти руины казались довольно странным местом,
и лучше было, чтобы Могуан как можно дольше оставался скрытым, учитывая, что он сейчас был в теле серого бессмертного. «Хорошо», — вздохнул Могуан, прежде чем замолчать, а Хань Ли продолжил осматривать окрестности. Почти пролетел день, и окружающая среда практически не изменилась. В этот момент Хань Ли выглядел немного усталым. Постоянно поддерживать свое духовное чувство и адские дьявольские глаза было довольно утомительно, и он как раз принял восстанавливающую пилюлю, когда внезапно остановился. Его внимание привлекло нечто, и он спустился на землю, прямо перед каким-то предметом, погребенным в земле. Похоже, это был большой камень, но он был скрыт под толстым слоем земли, поэтому невозможно было точно сказать, что это такое. Хань Ли взмахнул рукавом, чтобы создать смерч высотой в несколько десятков метров, и смерч, развеяв землю, открыл большой синий камень под ней. Это были останки какого-то здания, и, похоже, они были сделаны из какого-то особого каменного материала. Даже после того, как они бесчисленное количество лет пролежали здесь, они не подверглись эрозии. Хань Ли, увидев это, слегка обрадовался и немедленно продолжил свой путь. Двигаясь дальше, он заметил все больше растительности. Местность уже не была такой бесплодной, как раньше, и он также начал видеть все больше и больше разрушенных зданий. Немного погодя, он снова спустился на землю. Впереди находился огромный дворец размером в несколько километров и высотой 90 метров, полностью построенный из того же синего каменного материала. Еще когда он был целым, дворец, безусловно, был невероятно величественным, но сейчас он был сильно разрушен, а большая его часть вообще обрушилась. Земля возле дворца тоже была разорвана, указывая на то, что в какой-то момент здесь произошла ожесточенная битва. Немного подумав, Хань Ли высвободил свое духовное чувство, чтобы осмотреть окрестности, и, некоторое время спустя, он внезапно поднял бровь, подлетев к большому камню, который затем оттолкнул в сторону, открыв скелет. На скелете была белая мантия, которая в основном рассыпалась, но Хань Ли все еще мог сказать, что это была та же одежда учеников секты истинной мантры, которую он видел во время своего предыдущего духовного переселения. Увидев это тело, он тихо вздохнул. Он использовал искусство совершенствования секты истинной мантры, поэтому, в некотором смысле, он был немного связан с этой сектой и был ей обязан. Он слышал от бессмертного владыки пылающее пламя о том, какой была секта истинной мантры в период своего расцвета, и видеть, как такая могущественная секта превратилась в руины, было довольно грустно. Хань Ли быстро отбросил эти мысли, а затем направил свое духовное чувство на тело, но не смог найти никаких инструментов для хранения. Невозмутимый, он ушел, чтобы продолжить поиски в других частях дворца. Немного погодя, он обнаружил еще несколько тел в одеждах секты истинной мантры, но их инструменты для хранения тоже отсутствовали. Он осмотрел весь дворец и не нашел ничего полезного. Он был довольно разочарован этим, и тут же ушел, полосой лазурного света улетев прочь. Вскоре после того, как он покинул дворец, его выражение лица внезапно слегка изменилось, когда он резко остановился и, с помощью своих адских дьявольских глаз, посмотрел вдаль, взмахнув рукавом, чтобы выпустить всплеск плотной лазурной ци, которая ударила по пространству впереди. Пространство в этом месте яростно задрожало, когда появилось грозное пространство черного света, и полоса лазурной ци, соприкоснувшись с ним, тут же исчезла, по-видимому, будучи поглощенной черным светом. Что касается самого черного света, то он, словно живое существо, слегка запульсировал и зашевелился, прежде чем медленно исчезнуть. Пространственный разлом. Черный свет был полностью скрыт в пространстве и не излучал никакой ауры, поэтому он бы его не заметил, если бы не сочетание его духовного чувства и адских дьявольских глаз. Немного подумав, он снова взмахнул рукавом, на этот раз выпустив толстую дугу золотой молнии, которая врезалась в то место, где только что исчез черный свет. Черный свет снова появился, и он тоже смог с легкостью поглотить дугу золотой молнии. Увидев это, на лице Хань Ли появилось удивленное выражение, и он в третий раз взмахнул рукавом, выпустив багровый летающий меч, который быстро увеличился в размерах более чем на 30 метров, прежде чем ударить по черному свету. Раздался глухой удар, когда гигантский меч соприкоснулся с черным светом, после чего первый мгновенно сломался пополам. Хань Ли, увидев это, слегка дрогнул. К счастью, он заранее заметил дугу черного света. В противном случае, если бы он случайно влетел в него, то, определенно, получил бы серьезные травмы, если бы вообще не погиб. С этой мыслью Хань Ли подобрал две половинки сломанного меча, а затем, обойдя дугу черного света, продолжил свой путь. После этого случая он стал еще осторожнее и ни на секунду не осмеливался отводить ни своего духовного чувства, ни своих адских дьявольских глаз. По мере того, как он продолжал идти вперед, на его пути начало появляться все больше и больше руин, и все они были разрушены в результате прошлых битв. Прошел еще один день, и в этот момент он начал немного раздражаться. Руины секты истинной мантры были настолько разрушены, что он не смог найти ничего полезного, кроме нескольких духовных лекарств приличного качества.
Вся эта область была подобна мертвому городу. Местность внизу все еще была очень плоской, но время от времени начали появляться горы. Хань Ли еще немного полетел вперед, прежде чем его выражение лица внезапно слегка изменилось. Земля впереди полностью просела, образовав огромную долину, и внизу, в долине, были какие-то дворцы, которые казались относительно целыми. Глаза Хань Ли, увидев это, тут же загорелись, и он спустился в долину. Долина была огромной, и своим духовным чувством и дьявольскими глазами он мог видеть лишь небольшую ее часть. Земля в долине была довольно плоской и ровной, и, насколько хватало глаз, тянулись белые каменные плиты, которыми была вымощена земля. Похоже, это когда-то было довольно важным местом. Долина не была свободна от разрушений, причиненных битвами, но здания здесь были построены из гораздо лучших материалов, поэтому большая часть из них все еще была относительно цела. Увидев это, в сердце Хань Ли возникло легкое волнение, и он, продолжая осматривать окрестности, углубился в долину. Вскоре он уже был глубоко в долине, и здесь было много тел, как учеников секты истинной мантры, так и культиваторов Небесного двора. Судя по тому, что он видел, в долине находился гигантский город, и здания, выстроившиеся вдоль улиц, по которым он шел, по-видимому, были лавками. До своего разрушения это, должно быть, был довольно величественный город, и по пути Хань Ли нашел несколько приличных материалов. Добравшись до конца широкой улицы, он внезапно увидел перед собой огромную площадь. Глава 657. Битва во дворце водного предсказания. Хань Ли быстро осмотрел площадь, и его внимание привлекло нечто. Он поднялся в воздух, а затем подлетел к гигантскому дворцу напротив площади. Этот дворец был гораздо больше остальных, и он был построен из какого-то полупрозрачного темно-синего кристаллического материала. На его поверхности был слой слабо пульсирующего синего света, из-за чего он напоминал хрустальный дворец на дне моря. Хань Ли смог опознать этот синий кристаллический материал как морской лазурный кристалл, кристалл с атрибутом воды, который славился своей прочностью. Это не был какой-то особо ценный материал, но, тем не менее, он был довольно редким, и построить из него целый дворец было довольно расточительно. Однако, его внимание ко дворцу привлек не материал, из которого он был построен. Вместо этого его заинтриговало то, что находилось внутри. Они были очень слабыми, но он чувствовал, как из глубины дворца исходят всплески колебаний силы закона времени. Возможно, это было связано с тем, что дворец был полностью построен из морского лазурного кристалла, но он был практически идеально сохранившимся, несмотря на то, что все остальные дворцы в этом районе были в разной степени повреждены. Над входом во дворец висела табличка с надписью «Дворец водного предсказания», и Хань Ли уже собирался войти во дворец, как вдруг его взгляд упал на нечто у входа. Это была темно-синяя каменная статуя, которая упала на землю. Статуя была более 300 метров в высоту, и она изображала странного ребенка с огромной головой и непропорционально худым телом. Основание статуи было разрушено, и, глядя на статую странного ребенка, Хань Ли испытал чувство дежавю, как будто он уже где-то его видел. Внезапно он вспомнил, где видел этого ребенка раньше. Еще когда он подслушивал проповедь Патриарха Мира сквозь полупрозрачную стену света, вокруг него сидело 5 фигур, и одной из них был этот странный ребенок. Почему здесь стоит его статуя? Он как-то связан с этим дворцом водного предсказания. Немного постояв у входа во дворец, Хань Ли отбросил эту мысль, прежде чем войти внутрь. Как только он вошел во дворец, он тут же оказался в довольно темном месте, и в воздухе витало легкое чувство давления. Его брови слегка нахмурились, но он продолжил свой путь. Дворец был довольно пустым, внутри не было ничего, кроме нескольких гигантских столбов из морского лазурного кристалла. Здесь тоже было много следов битвы, и один из каменных столбов даже был полностью разрушен. Хань Ли обвел взглядом дворец, но ничего не обнаружил, поэтому он продолжил свой путь, и вскоре он добрался до самой глубокой части дворца. На стене по обе стороны от него были огромные ворота, а за этими воротами 2 длинных черных туннеля, которые, насколько хватало глаз, тянулись вдаль, прежде чем скрыться во тьме. Еще когда Хань Ли был снаружи, он заметил, что за этим дворцом есть еще много дворцов, и казалось, что это довольно большой комплекс зданий. Хань Ли чувствовал, что всплеск колебаний силы закона времени находится где-то справа от него, поэтому он, не колеблясь, немедленно вошел в правый туннель. Туннель был полностью построен из какого-то черного каменного материала, и он излучал холодную ауру. Здесь тоже было много следов битвы, в том числе бесчисленные порезы на стенах и серия больших трещин на полу. Однако эти черные стены были невероятно прочными и не были полностью разрушены. Вдобавок ко всему, по всему туннелю были разбросаны тела, принадлежавшие либо ученикам секты истинной мантры, либо культиваторам Небесного двора, и, возможно, это было связано с тем, что это было довольно уединенное место, но зловещая ци здесь была довольно плотной, а впереди завывали порывы инского ветра.
Хань Ли, увидев это, слегка нахмурился. В данный момент он боролся со своим распадом зловещей Ци, поэтому ему, естественно, не нравилась такая обстановка, но он не собирался из-за такой мелочи поворачивать назад. Черный туннель был невероятно длинным, и, даже пройдя несколько минут, Хань Ли все еще не достиг его конца. Однако, по мере того, как он продолжал идти вперед, туннель становился все шире и выше. В то же время зловещая Ци в воздухе тоже становилась все плотнее, вызывая некоторое волнение зловещей Ци в его собственном теле. Хань Ли поспешно направил свои искусства совершенствования, чтобы защитить себя и не подпускать постороннюю зловещую Ци. Еще немного пройдя вперед, его выражение лица внезапно слегка изменилось, и он остановился. Он слышал, как впереди раздается слабый грохот, и казалось, что там происходит какая-то битва. Немного подумав, он прочитал заклинание, чтобы создать тусклый световой барьер, который окутал все его тело, а затем, подобно слабой тени, беззвучно рванул вперед. Вскоре он добрался до конца туннеля, и перед ним появилась серия соединенных темных дворцов. Все дворцы были соединены проходами, что создавало сложную сеть. Хань Ли, следуя за звуками, которые он слышал, прошел около дюжины дворцов, после чего обнаружил источник звуков в огромном дворце размером в несколько километров. В этом дворце стояла серия толстых каменных столбов, все из которых были усеяны бесчисленными рунами. Большинство этих столбов уже обрушились, образовав большую открытую площадку, и в этот момент на этой открытой площадке находилось 3 культиваторов, которые сражались с 6 черными тенями. 3 культиваторов были представлены мускулистым мужчиной в синем плаще, который держал в руках огромный синий меч, элегантной женщиной в фиолетовой мантии, с вуалью на лице и красивым мужчиной в красной мантии, который, казалось, был накрашен, что придавало ему довольно женоподобный вид. Вокруг женщины в фиолетовой мантии кружилась плотная дьявольская Ци, и было ясно, что она была существом дьявольской расы. Что касается мужчины в красной мантии, Хань Ли смог опознать его как Фэн Цин Юаня, того самого человека, с которым он однажды столкнулся в долине досуга, и он, конечно же, не ожидал увидеть его здесь снова. Похоже, Небесный двор тоже нацелился на руины секты истинной мантры, но Хань Ли было неясно, как им удалось войти в руины. Черными тенями, с которыми они сражались, были какие-то черные человекоподобные существа ростом около 6 метров. Их тело были покрыты черной шерстью, из-за чего они были похожи на гигантских обезьян, и у каждой из них на голове также была пара темно-красных рогов, а также пасти, полные ужасающих клыков. Что это за твари? К удивлению Хань Ли, эти черные обезьяноподобные существа были довольно грозными. Несмотря на их огромный рост, они могли двигаться так же быстро, как ветер, а их тела были настолько прочными, что они могли напрямую сталкиваться с бессмертными сокровищами троицы Фэн Цин Юаня, не получая никаких повреждений. Из пасти черных обезьян время от времени вырывались вспышки черного пламени, и троица Фэн Цин Юаня, похоже, очень опасалась этого черного пламени, в основном предпочитая уклоняться от него, а не противостоять ему. Несмотря на то, что троица Фэн Цин Юаня в этой битве явно уступала, все они явно были опытными бойцами, и, сохраняя спокойствие и хладнокровие, им удавалось сдерживать свирепый натиск существ, похожих на черных обезьян. Хань Ли лишь немного понаблюдал за битвой, прежде чем обратить свой взгляд на остальную часть дворца, но не заметил здесь никаких сокровищ. Похоже, эти трое пришли сюда не за какими-то сокровищами. Вместо этого им просто не повезло столкнуться с этими обезьяноподобными существами. Видя, что здесь нет никаких сокровищ, Хань Ли, естественно, не хотел показываться, но как раз в тот момент, когда он собирался ускользнуть, за его спиной из воздуха внезапно появился черный звериный коготь, прежде чем попытаться схватить его за сердце. Хань Ли, увидев это, резко изменился в лице и, словно молния, рванулся вперед, одновременно поспешно взмахнув рукавом, чтобы выпустить полосу лазурного света меча, которая во вспышке появилась за его спиной, прежде чем ударить по черному когтю. Раздался оглушительный грохот, когда полоса лазурного света меча рассыпалась, превратившись обратно в лазурный летающий меч, который отлетел назад. Что касается черного когтя, то на нем появился длинный разрез, который практически рассекал его надвое. Затем из тьмы выскочило гигантское черное обезьяноподобное существо, прежде чем издать яростный рев в сторону Хань Ли. Это обезьяноподобное существо было примерно вдвое больше остальных, и все его тело было усеяно багровыми узорами. Вокруг его тела также клубилось облако черной Ци, внутри которого парил большой черный флаг, излучавший колебания силы закона бессмертного сокровища. Из ладони черной обезьяны начал исходить яркий черный свет, притягивая к себе окружающую зловещую Ци, и рана на его руке затянулась в мгновение ика. Увидев это, в глазах Хань Ли промелькнул проблеск удивления, и он, призвав зеленый бамбуковый меч облачного роя, спустился на землю. Все это произошло в одно мгновение, и троица Фэн Цин Юаня, увидев это, с удивленными выражениями лиц тоже уставилась на Хань Ли.
Гигантская обезьяна издала громоподобный рев, прежде чем черной тенью броситься на Хань Ли, и Хань Ли в ответ холодно фыркнул, взмахнув рукавом, чтобы выпустить в сторону приближающегося существа толстую дугу божественной дьявольской молнии. Вся ближайшая зловещая ци на пути дуги золотой молнии мгновенно рассыпалась в прах, но обезьяна осталась совершенно невредимой, раскрыв пасть, чтобы выпустить вспышку черного пламени. Раздался оглушительный грохот, когда молния и пламя столкнулись, и они начали разрывать друг друга, подобно двум змеям, одному золотому и одному черному, причем ни один из них не мог одержать верх над другим. Хань Ли, увидев это, поднял бровь и открыл рот, чтобы выпустить еще один лазурный летающий меч, который с поразительной скоростью пронзил молнию и пламя. Раздался глухой удар, когда черное пламя рассыпалось, а лазурный летающий меч продолжил свой путь, в мгновение ока появившись перед гигантской обезьяной, прежде чем устремиться к ней. Глава 658. Группа из 4 человек. Гигантское обезьяноподобное существо издало тихий рев, и черный флаг над его головой спикировал вниз, излучая сияющий черный свет, словно гигантская черная рука схватил приближающийся лазурный летающий меч. Увидев это, на лице Хань Ли появилась холодная ухмылка, и он немедленно сложил ручную печать, после чего лазурный летающий меч сильно задрожал, высвободив невероятно яркий лазурный свет, а также толстые дуги золотых молний. Черный флаг был мгновенно разорван на куски, а лазурный летающий меч, не останавливаясь, продолжил свой путь. На лице гигантской обезьяны появилось ошеломленное и испуганное выражение, и все багровые узоры на ее теле засияли. Сразу же после этого на ее спине появилась пара багровых световых крыльев, и она, энергично взмахнув ими, отскочила в сторону, оставляя за собой шлейф остаточных изображений. Раздался глухой рвущий звук, и гигантская обезьяна снова появилась в нескольких сотнях метров отсюда, с длинным и глубоким порезом от меча на левом плече. Вся ее левая рука была практически отрублена, но из раны не текла кровь, и казалось, что у существа нет плоти и крови. Хань Ли не удивился, увидев это, и он небрежно поднял руку, после чего лазурный летающий меч тут же вернулся к нему, а затем разделился на 3 более мелких лазурных меча, прежде чем улететь обратно в его рукав. В этот момент на лице гигантской обезьяны было яростное выражение, но, вместо того, чтобы снова броситься на Хань Ли, она широко раскрыла пасть, чтобы выпустить в него неумолимый поток черного пламени. Черное пламя окутало огромную область, из-за чего казалось, что уклониться от него невозможно. Хань Ли, увидев это, поднял бровь, из его тела вырвалось бесчисленное множество дуг золотой молнии, которые, хлынув наружу, образовали волну золотой молнии, которая столкнулась с волной черного огня. Раздалась серия оглушительных взрывов, и наступило противостояние, ни одна из сторон не могла одержать верх. Ближайшие каменные столбы тут же начали разрушаться, разбрасывая во все стороны обломки, а весь дворец сильно задрожал. Однако дворец не обрушился, возможно, потому, что у него была врожденная структурная целостность, которая позволяла ему держаться, или, возможно, потому, что в нем были установлены укрепляющие ограничения. Как раз в этот момент Хань Ли сложил ручную печать, и во вспышке золотой молнии внезапно исчез с места. Гигантская обезьяна была довольно бдительна, и, увидев это, она тут же расправила свои багровые крылья, чтобы сбежать. Однако в ее сознании внезапно раздалась холодная усмешка, и в него вонзился невероятно острый всплеск духовного чувства, из-за чего она издала мучительный рев и была временно обездвижена. Почти в тот же момент рядом с ней из воздуха появился большой золотой замок, который тут же защелкнулся на ее правой руке. Из золотого замка вырвалось безграничное пространство золотого света, образовав огромную золотую руну, которая отпечаталась на теле обезьяны, мгновенно пригвоздив ее к месту. Сразу же после этого, во вспышке золотой молнии, за спиной обезьяны появился Хань Ли, который протянул руку и легонько коснулся 2 пальцами затылка существа. Вспышка пронзительного света, в которой был серебряный рисунок цветка, мгновенно исчезла в голове существа, расколов ее на несколько частей, но вместо того, чтобы развалиться, эти части остались совершенно неподвижны. Хань Ли отвел пальцы, а затем сделал ручную печать, и гигантская золотая руна на теле обезьяны тут же исчезла, а золотой замок тоже уменьшился до размеров ладони, прежде чем упасть ему в руку. За прошедшие годы он уже полностью очистил замок, и он был таким же мощным, как он и надеялся. Как только золотой замок был снят, голова обезьяны тут же взорвалась, превратившись в огромное пространство зловещей ци, и ее обезглавленное тело на мгновение содрогнулось, прежде чем тоже распасться на зловещую ци, после чего выпал черный кристалл. Хань Ли взмахнул рукавом, чтобы выпустить вспышку лазурного света, которая подхватила черный кристалл и отнесла ему в руку, и он обнаружил, что это, по-видимому, было ядром обезьяны, и оно излучало невероятно грозную зловещую ци. Так эта тварь была земляным духовным демоном. Несмотря на слово «демон» в названии, земляные духовные демоны на самом деле были разновидностью призрачных существ, которые могли появляться только в местах с большим количеством зловещей ци, полученной из трупов.
Они были очень искусны в сокрытии, а также были довольно умны, что делало их очень опасными для ничего не подозревающих целей. Как раз в этот момент в сознании Хань Ли раздался голос Мо Гуана. «Отдайте мне этот кристалл, товарищ Даос Хань. Он будет очень полезен для моего совершенствования». Хань Ли взглянул на черный кристалл, а затем перевернул руку, чтобы убрать его в домен ветви цветка. Остальные черные обезьяны, увидев гибель своего вожака, с ужасом завизжали, а затем тут же бросились бежать, быстро исчезнув из виду, в то время как троица Фэн Цинь-Юаня не стала их останавливать. Они втроем убрали свои бессмертные сокровища, а затем одновременно повернулись к Хань Ли. «Спасибо, что убили этого монарха земляных духовных призраков и отогнали его подчиненных, товарищ Даос. Иначе, я не знаю, сколько еще мы бы здесь просидели», — с улыбкой сказал мускулистый мужчина, сложив кулак в приветственном жесте по отношению к Хань Ли, и двое его спутников также выразили свою благодарность. «Вы слишком добры, товарищи даосы. С вашей силой вы бы легко победили этих призраков даже без моей помощи», — с легкой улыбкой ответил Хань Ли. Несмотря на то, что все трое использовали секретные техники, чтобы скрыть свою базу совершенствования, Хань Ли мог сказать, что все они были, по крайней мере, на поздней стадии Золотого Бессмертного. Ни один из них не проявил всей своей силы, когда сражался с этими земляными духовными демонами, и, похоже, они больше опасались друг друга, чем этих существ. «В любом случае, я все равно должен поблагодарить вас за помощь», — с улыбкой сказал мускулистый мужчина. Хань Ли слегка кивнул в ответ, и внешне он казался спокойным и собранным, но в душе его разум лихорадочно работал. Он не мог сказать, к какой фракции принадлежал мускулистый мужчина, но он знал, что Фэн Цинь-Юань, скорее всего, был связан с Небесным двором, в то время как женщина в фиолетовой мантии явно была существом из дьявольской расы. Так почему же эти трое, по-видимому, путешествовали вместе по руинам секты истинной мантры? Теперь, когда мы все встретились, почему бы нам не познакомиться и не исследовать эти руины вместе? В конце концов, никто не знает, что может ждать нас впереди, поэтому, безусловно, будет разумно объединиться и увеличить наши силы, предложил мускулистый мужчина. Это правда. Это очень таинственное место, так что, действительно, будет разумно, если мы все будем путешествовать вместе, ответил Хань Ли. Присутствие этих людей в руинах секты истинной мантры заставило Хань Ли почувствовать, что здесь должно быть замешаны какие-то таинственные обстоятельства. Несмотря на то, что все трое были довольно грозными, Хань Ли был уверен в том, что сможет с ними справиться, и, возможно, путешествуя вместе с ними, он сможет раскрыть какие-нибудь секреты. Фэн Цинь-Юань и женщина в фиолетовой мантии кратко обдумали это предложение, прежде чем тоже кивнуть в знак согласия. «Отлично. Позвольте представиться, меня зовут Жень Хао», — сказал мускулистый мужчина, сложив кулак в приветствии по отношению к троице Хань Ли. «Меня зовут Фэн Цзинлю», — заявил Хань Ли, назвав имя, указанное на жетоне секты Небесного Песка, который ему выдал Лис 3. «Я Юань Фэн», — сказал Фэн Цинь-Юань. «Меня зовут Фэн Линь», — с улыбкой сказала женщина в фиолетовой мантии. Никто из них не знал, настоящие ли имена назвали остальные, но с завершением представления атмосфера немного потеплела. Несмотря на внушительное телосложение Жень Хао, он, на удивление, был очень общительным и дружелюбным, и, когда он начал непринужденную беседу, атмосфера стала еще более непринужденной. «Как давно вы трое здесь?» «Я только что прибыл, и мне было очень трудно ориентироваться в этом месте, поскольку мое духовное чувство сильно ограничено», — с кривой улыбкой сказал Жень Хао. «Я тоже только что прибыл, возможно, даже позже вас троих, поэтому я тоже все еще пытаюсь сориентироваться», — ответил Хань Ли. Фэн Цинь-Юань и Фэн Линь тоже дали похожие ответы, и казалось, что у них не было больше информации, чем у остальных. В таком случае, давайте продолжим путь. Это место все еще относительно цело, так что, возможно, здесь есть какие-то сокровища. Только будьте осторожны и не активируйте никаких ограничений, предупредил Жень Хао, и троица Хань Ли не стала возражать. С этим они вчетвером продолжили свой путь, время от времени переговариваясь друг с другом, но все же стараясь держаться на некотором расстоянии друг от друга. Хань Ли шел в самом конце группы, с задумчивым выражением лица осматривая окрестности. Он не был уверен, знали ли Лис 3 и остальные о присутствии в этих руинах дьявольской расы и Небесного двора. Если бы не знали, то все было бы в порядке, но если бы они знали, но намеренно скрывали это от него, то ему пришлось бы быть очень осторожным. С этой мыслью Хань Ли начал сожалеть о том, что взял на себя это задание, но в этот момент ему оставалось лишь идти вперед. Пройдя еще несколько дворцов, группа, наконец, вышла из скопления дворцов, после чего оказалась на открытой площадке у подножия холма. Вверх по холму вела широкая и прямая белая нефритовая тропа, и в этот момент Хань Ли почувствовал, как всплеск колебаний силы закона времени стал довольно сильным, и он исходил прямо от конца нефритовой тропы.
Учитывая, насколько отчетливыми были колебания силы закона времени, троица Жень Хао тоже, должно быть, почувствовала их, поэтому ему нужно было подумать о том, как он собирается заполучить то, что было в конце тропы. С этой мыслью он бросил на троицу легкий взгляд и с удивлением обнаружил, что все трое смотрят вперед, и в их глазах читаются и ожидание, и беспокойство, но не радость. Глава 659. 5 путей. Хань Ли, увидев это, был сильно удивлен. Судя по их реакции, казалось, что троица Фэн Цинь-Юаня вообще не почувствовала колебания силы закона времени. Если они притворялись, то делали это невероятно убедительно, Хань Ли не смог найти ни одной лазейки. Похоже, впереди еще больше зданий, но мы еще даже не осмотрели тот комплекс дворцов, мимо которого только что прошли. Что вы все хотите делать? Продолжать путь или вернуться к тем дворцам, чтобы исследовать их? Спросил Жень Хао. Троица Хань Ли промолчала, но все они устремили свои взгляды вперед. Видимо, мы все солидарны. Продолжаем путь, с улыбкой сказал Жень Хао. С этими словами они вчетвером продолжили двигаться дальше, выстроившись в ряд. Белая нефритовая тропа была довольно широкой, но не очень длинной, и они вчетвером быстро достигли ее конца, где оказались перед площадью размером более 3 километров на вершине горы. Земля была вымощена белыми нефритовыми плитами, а в центре площади стояла еще одна каменная статуя того же ребенка с большой головой. Эта статуя не была повреждена, и казалось, что она уже бесчисленное количество лет стоит здесь. Хань Ли и остальные взглянули на статую, а затем быстро перевели свое внимание на то, что было перед площадью. От площади в разные стороны расходилось 5 более мелких белых нефритовых троп, прежде чем они скрылись в белом тумане впереди. Рядом с каждой тропой была высокая синяя нефритовая табличка, и на них были обозначены 5 названий: Луг учеников, Пагода 3 вод, Павильон 5 духов, Небесный дворец и Долина небесных лекарств. Глядя на эти 5 названий, в глазах Хань Ли появилось задумчивое выражение. Луг учеников и Долина небесных лекарств, скорее всего, были теми местами, где жили ученики секты истинной мантры, и где хранились их духовные растения соответственно. Однако Пагода 3 вод, Павильон 5 духов и Небесный дворец, под одним только их названием, не давали много информации. Жень Хао, Фэн Цинь-Юань и Фэн Линь тоже с нерешительными выражениями лиц осматривали эти 5 троп. Похоже, нам придется здесь разделиться. Какие тропы вы все собираетесь выбрать? Спросил Жень Хао. Хань Ли устремил свой взгляд на вторую тропинку, на которой было написано «Пагода 3 вод». Он чувствовал, что именно оттуда исходили колебания силы закона времени. Прежде чем он успел что-либо сказать, Жень Хао внезапно сказал: «Я выбираю эту тропу. Я совершенствую искусство совершенствования атрибута воды, поэтому должен быть в состоянии найти в этой пагоде 3 вод что-нибудь полезное». Услышав это, Хань Ли почувствовал вспышку раздражения, но его выражение лица осталось неизменным. «Я хочу взглянуть на эту долину небесных лекарств. Надеюсь, я смогу найти там какие-нибудь полезные духовные лекарства», — сказала Фэн Линь. «В таком случае я пойду к Небесному дворцу. Звучит как важное место, так что, возможно, мне там повезет», — сказал Фэн Цинь-Юань, а затем, не теряя времени, тут же ушел. Хань Ли молча направился к третьей тропинке, на которой было написано «Павильон 5 духов». «Хорошо, похоже, все уже приняли решение. Нам пора расстаться, желаю вам всем удачи», — с улыбкой сказал Жень Хао, а затем, ступив на вторую тропинку, быстро скрылся в тумане. Троица Хань Ли тоже быстро исчезла в белом тумане, отправившись по своим тропам, и на площади снова воцарилась тишина. Мгновение спустя из третьей тропинки выстрелила лазурная тень, которая затем спустилась на площадь, явив Хань Ли. Он быстро огляделся, а затем, спустившись по тропинке с надписью «Пагода 3 вод», полетел по ней. Вскоре после этого на четвертой тропинке появилась фигура, и это был никто иной, как Фэн Цинь-Юань. Он тоже, не колеблясь, тут же направился по второй тропинке. Всего через несколько мгновений на Нефритовой площади снова появилась Фэн Линь, прежде чем отправиться по той же тропинке, что и все остальные. Хань Ли, полностью скрыв свою ауру, шел по второй тропинке, и вскоре он оказался на открытой площадке, где в 3 километрах от него стояла гигантская трехэтажная пагода. Нижний уровень пагоды был восьмиугольной формы и был построен из гигантских лазурных каменных глыб, усеянных крошечными рунами, а прямо напротив него был огромный арочный вход высотой около 9 метров. Хань Ли кратко осмотрел окрестности, но не смог найти Жень Хао, и, убедившись, что все в порядке, он направился к пагоде. Добравшись до арочного входа, он обнаружил, что черные двери пагоды распахнуты внутрь, и на них были какие-то повреждения, указывая на то, что какие бы ограничения на них не были наложены, они были разрушены.
Вместо того, чтобы сразу же войти в пагоду, он заглянул внутрь через вход, но все, что он увидел, это легкий слой тумана, который был почти незаметным, но из-за него было невозможно увидеть, что находится внутри. Немного подумав, он вошел в пагоду. Как только он это сделал, он тут же почувствовал, как будто окружающий синий туман внезапно стал в несколько раз плотнее, а в воздухе появился едкий запах, из-за которого его брови слегка нахмурились. Он посмотрел на свои ноги и, к своему удивлению, обнаружил, что стоит на багровом море огня, а едкий запах, который он только что почувствовал, исходил от его горящих сапог и мантии. Еще одна иллюзия. Как только Хань Ли понял это, он тут же направил свою технику духовного очищения. В следующее мгновение в его сознании возникло прохладное и освежающее ощущение, которое прояснило его разум. В то же время пламя по всему его телу быстро погасло, пока в комнате не остался только тот же синий туман, что и раньше, который все еще не рассеивался. Хань Ли активировал свои адские дьявольские глаза, а затем быстро обвел взглядом окрестности, и вся комната мгновенно стала для него ясна. Пустой зал был сильно разрушен, усеян обломками каменных столбов и дерева, а пол был залит засохшей кровью. Практически весь зал был завален телами, все из которых, похоже, погибли ужасной смертью. По мантиям, которые еще не полностью рассыпались, Хань Ли мог сказать, что тела принадлежали как ученикам секты истинной мантры, так и культиваторам Небесного двора, указывая на то, что здесь произошла ожесточенная битва. Вдобавок ко всему, среди тел также было много синих человекоподобных марионеток, но все они были разрушены без возможности восстановления. В зале было несколько перегородок, и, проходя через эту область, Хань Ли видел то же самое, а именно сильно разрушенные стены, разбросанные повсюду тело, и пол, залитый засохшей кровью. Добравшись до самой глубокой части зала, Хань Ли увидел белую нефритовую лестницу, которая вела на второй этаж пагоды. В лестницу все еще был воткнут огромный меч, но он был невероятно сильно разрушен и не был чем-то большим, чем огромным куском металлолома. Вокруг меча лежали груды тел, которые были высотой в несколько десятков метров, и, осмотрев эту область, Хань Ли не смог найти ничего полезного, поэтому он поднялся на второй этаж. Как только он поднялся на второй этаж, его тут же пронзило ощущение пробирающего до костей холода, и бессмертная духовная сила в его теле сама начала циркулировать, чтобы защитить его от этого холода. Казалось, будто он попал в ледяное пространство, и все, от пола, столбов, стен, оконных рам и даже потолка, было покрыто слоем синих ледяных кристаллов. На мгновение Хань Ли показалось, что второй этаж был еще больше первого, но затем он быстро понял, что это было не так, просто на втором этаже не было тех перегородок, что были на первом. Однако, как и на первом этаже, второй этаж тоже был усеян телами, принадлежавшими культиваторам секты истинной мантры и культиваторам Небесного двора, все из которых погибли ужасной смертью. Но, судя по тому, что некоторые тела еще не полностью разложились, владельцы этих тел, очевидно, обладали более высокими базами совершенствования, когда были живы. Вдобавок ко всему, Хань Ли также заметил у стен много огромных туш демонических зверей, но все они были настолько сильно повреждены, что было невозможно определить, кем они были. Зловещая ци на втором этаже была гораздо плотнее, чем на первом, и Хань Ли, бесстрастным видом проходя мимо тел, направился к лестнице впереди, которая тоже была покрыта льдом. Однако, пройдя всего несколько сотен метров, его выражение лица внезапно слегка изменилось, когда он, посмотрев вниз, обнаружил, что на ледяном полу ничего нет, кроме его собственного отражения. Я же точно что-то почувствовал. Как раз в этот момент он внезапно поднял бровь, заметив, что на лице его собственного отражения на земле появилась невероятно зловещая и жуткая улыбка. В тот же миг он призвал зеленый бамбуковый меч облачного роя, прежде чем силой вонзить его в землю. Однако его отражение, словно проворная рыба в воде, смогло уклониться от удара мечом и выскочило изо льда прямо перед Хань Ли, прежде чем протянуть к его груди руки. Глава 660. Призрачный труп. В этот момент отражение Хань Ли больше не было на него похоже. Его тело ничем не отличалось от тела обычного человека, но его одежда была изорвана в клочья, а лицо разложилось до такой степени, что были видны кости под ним, что придавало ему вид зомби. Когда оно протянуло к Хань Ли руки, его ногти удлинились более чем на 30 сантиметров, и на них скопилось плотное количество зловещей ци. Это призрачный труп. Хань Ли тут же убрал свой меч, а затем поднял его перед грудью, чтобы защититься. Раздался громкий лязг, когда с лезвия меча вырвались искры, и всплеск грозной силы отбросил Хань Ли назад. Призрачные трупы были существами, которые сочетали в себе трупы и иньские души. Это была нежить, которая могла появиться только после того, как проведет десятки тысяч лет в ловушке в местах с огромным количеством зловещей ци, и она любила поедать плоть и кровь живых существ. Призрачные трупы уже были мертвы, поэтому их нельзя было отнести к живым существам, и они не могли войти в цикл реинкарнации, поэтому они не были и призраками. Вместо этого они были существами, которые не принадлежали ни к одному миру,
и этот конкретный призрачный труп обладал силой стадии высшего зенита. Однако Хань Ли по его глазам мог сказать, что он еще не обрел разум, и это его очень успокоило. Говорили, что, как только призрачный труп поглотит достаточно крови и плоти, он сможет обрести разум, что сделает его гораздо более опасным противником, часто обладающим гораздо большей силой, чем у живых культиваторов того же уровня. Этот призрачный труп, скорее всего, все свое существование провел в ловушке, лишившись возможности контактировать с живыми существами, и именно поэтому он не обрел разума. Именно по этой причине Хань Ли не стал сразу же убегать. Если бы на месте Хань Ли был другой культиватор на поздней стадии Золотого Бессмертного, то, скорее всего, он уже стал бы жертвой той внезапной атаки. Внезапно призрачный труп исчез с места. Хань Ли, увидев это, слегка сузил зрачки и тут же отскочил назад. Почти в тот же момент призрачный труп снова появился на том месте, где он только что стоял, и его руки, пронзив каменный столб, разбили его на бесчисленные осколки. Отступая, Хань Ли начал молча читать заклинание. Из его тела тут же вырвался шар золотого света, образовав золотой световой барьер, который охватил весь второй этаж. Как только был создан духовный домен времени, все на втором этаже мгновенно замедлилось. Хань Ли обернулся и увидел, как призрачный труп на стадии высшего зенита, оставляя за собой шлейф остаточных изображений, бежит к нему, демонстрируя невероятную скорость даже в духовном домене времени. Хань Ли развернулся, прежде чем выбросить в сторону призрачного трупа зеленый бамбуковый меч облачного роя, который он держал в руке, и раздался оглушительный лязг, когда меч силой отбросил призрачные когти призрачного трупа, прежде чем пронзить его грудь. Однако физическая сила призрачного трупа была гораздо сильнее, чем предполагал Хань Ли, и меч смог лишь оставить на его груди несколько белых отметин, но не смог причинить ему вреда. Тем временем призрачный труп уже отвел руки, и его острые ногти еще больше удлинились, прежде чем с обеих сторон пронзить воздух, устремившись к шее Хань Ли. Хань Ли прижал ладонь к основанию рукояти зеленого бамбукового меча облачного роя, и тот тут же с новой силой начал вонзаться в грудь призрачного трупа, одновременно высвобождая дуги божественной дьявольской молнии. Призрачный труп, словно раненый зверь, завыл, когда все его тело застыло, прежде чем он упал плашмя. Его грудь была полностью обуглена, и из раны поднимались клубы тошнотворного черного дыма. Хань Ли тут же бросился к призрачному трупу, чтобы нанести последний удар, прежде чем тот успеет подняться, но внезапно в глазах призрачного трупа промелькнул фиолетовый свет, и его тело прямо перед тем, как Хань Ли успел нанести удар, распалось на облако дыма. Хань Ли, увидев это, слегка дрогнул и поспешно отскочил назад. Как раз в этот момент тело призрачного трупа снова приобрело вещественную форму, и он, появившись прямо за спиной Хань Ли, выбросил вперед свои когти, целясь в его спину. К счастью, его скорость значительно снизилась из-за духовного домена времени, поэтому Хань Ли смог с легкостью уклониться от атаки, прежде чем развернуться и взмахнуть мечом в сторону своего противника. Из меча вырвались десятки дуг золотой молнии, которые, переплетаясь, образовали золотую молниеносную сеть, которая отрезала призрачному трупу все пути к отступлению. Раздался громкий лязг, когда меч ударил призрачного трупа по голове, и все его тело затопила золотая молния. Бесчисленные дуги золотой молнии разлетелись во все стороны, а клубы черного дыма беспрестанно поднимались вверх. Призрачный труп мучился от боли, когда его тело начало быстро обугливаться, но его аура ничуть не уменьшилась, поэтому было ясно, что этого будет недостаточно, чтобы его убить. Как раз в тот момент, когда Хань Ли собирался призвать еще несколько зеленых бамбуковых мечей облачного роя, чтобы помочь себе, тело призрачного трупа снова распалось, прежде чем он скрылся в ледяной земле. Из-под слоя льда со всех сторон начали сходиться клубы плотной, черной зловещей ци, которые затем в неистовом водовороте хлынули в тело призрачного трупа. В результате все травмы, которые призрачный труп получил от божественной дьявольской молнии Хань Ли, были быстро исцелены. Хань Ли, увидев это, слегка нахмурился, сделал шаг вперед, а затем внезапно исчез с этого места. В следующее мгновение он появился прямо над призрачным трупом, а затем силой опустил свой меч на его голову. Раздался оглушительный грохот, когда лед на земле взорвался, и призрачный труп, словно скользкий угорь, выскочил наружу, снова приняв вещественную форму, и бросился на Хань Ли. Хань Ли поднял свой меч, чтобы сдержать его, но тот, совершенно не обращая внимания на божественную дьявольскую молнию, схватил меч обеими руками, а затем, широко раскрыв пасть, издал пронзительный визг. Хань Ли, увидев это, почувствовал дурное предчувствие и тут же задержал дыхание, одновременно отключив все 5 чувств, но он среагировал на долю секунды позже. Струйка темно-фиолетовой трупной зловещей ци, словно стрела, выстрелила вперед, прежде чем ударить его в лицо, мгновенно заставив его лицо онеметь. Сразу же после этого он почувствовал, как в его горле и дыхательных путях возникла жгучая боль, а его глаза тоже стали очень сухими и раздраженными, из-за чего его зрение затуманилось. Он, стиснув зубы от дискомфорта, влил свою бессмертную духовную силу в свой зеленый бамбуковый меч облачного роя, выпустив мощную вспышку божественной дьявольской молнии, чтобы отбросить призрачный труп.
В то же время он отскочил назад, прежде чем начал метаться по всему залу, не оставаясь на месте. Призрачный труп тут же снова бросился на него, пытаясь разорвать его на части. В этот момент 5 чувств Хань Ли были заблокированы, поэтому он мог отслеживать призрачный труп только с помощью своего духовного чувства, продолжая уклоняться. Каким-то образом, несмотря на воздействие духовного домена времени, призрачный труп становился все быстрее и быстрее, и вскоре ему удалось разорвать мантию Хань Ли в нескольких местах. Как раз в этот момент призрачный труп внезапно разделился на 5 одинаковых фигур. Хань Ли тут же почувствовал своим духовным чувством 5 одинаковых аур, и его брови немедленно слегка нахмурились. Трупная зловещая ци проникла в его глаза, поэтому он не мог использовать свои адские дьявольские глаза, чтобы определить, какая из 5 фигур была настоящим призрачным трупом. 5 призрачных трупов окружили Хань Ли, прежде чем броситься на него, и все они направили свои когти на разные жизненно важные области на его теле. Независимо от того, в каком направлении Хань Ли попытался бы сбежать, его, несомненно, перехватил бы один из призрачных трупов, после чего остальные тоже бы настигли его. В этой ужасной ситуации из его тела внезапно вырвалась вспышка сияющего золотого света, и 5 призрачных трупов, окутанных золотым светом, мгновенно застыли на месте в 3 метрах от Хань Ли. В то же время Хань Ли открыл рот, из него вырвалось облако трупной зловещей ци, которое ударилось о землю, прежде чем взорваться. Фиолетовый туман на его лице тут же рассеялся, и в его глазах появился яркий фиолетовый свет, когда он посмотрел на 5 окружающих его призрачных трупов. При этом он обнаружил, что в теле одного из призрачных трупов было в несколько раз больше зловещей ци, чем у остальных, и он тут же направил кончик своего зеленого бамбукового меча облачного роя на дантянь этого призрачного трупа. Затем на кончике меча быстро сформировался шар золотой молнии, который выстрелил в воздух, и появился толстый столб золотой молнии, мгновенно затопивший все тело призрачного трупа. Весь синий зал сильно задрожал, и 4 других призрачных трупа быстро рассыпались, оставив только того, которого поразила техника владения молнией, все еще висящего в воздухе под действием священной оси мантры. Друзья, эти главы, когда союзники опаснее монстров. Хань Ли движется по руинам, духовное чувство простирается во тьму, подобно невидимым щупальцам, непрерывно нащупывая пространственные разломы, что беззвучно пожирают любую плоть и энергию. Когда он помогает 3 практикам отбиться от земляных духовных демонов, возникает альянс, скрепленный не клятвой крови, а голым инстинктом выживания. Все 4 существа стадии Золотого Бессмертного с тысячелетним опытом, и все тщательно прикидываются слабаками, ибо удар от союзника страшнее удара любого здешнего чудовища. На Нефитовой площади 5 расходятся по разным путям не из слабоумия, а из железной логики культивации. Застыть на месте означает гнить заживо, и любой, кто отказывается от риска ради сокровища, уже обречен. Хань Ли выбирает 3-ю пагоду не по блеску таблички, а по едва уловимому резонансу закона времени, как старый зверь чует воду сквозь каменную толщу. За порогом море бушующего пламени и запах собственной горящей плоти, но техника духовного очищения работает как незыблемая скала посреди урагана. Разум держится, иллюзия осыпается пеплом, открывая темный зал с горами мертвых тел. На 2-м этаже ждет уже не морок, а подлинное воплощение тьмы, призрачный труп высшего зенита, лишенный разума и страха смерти, пьющий трупную ци прямо из промерзшего пола и восстанавливающийся после каждого удара. Фиолетовый ядовитый туман застилает духовное чувство, тварь делится на 5 клонов, когти летят со всех сторон, и тут Хань Ли раскрывает всю глубину своего мастерства. Замедляет локальный поток времени духовным доменом, сковывая клонов, затем резко выбрасывает из тела собственную зловещую ци, подобные энергии отталкиваются как 2 острия, направленных навстречу, туман рассеивается, и настоящий монстр выдает себя плотностью ауры. Священная ось мантры пригвождает его в воздухе, и колоссальный столб золотой молнии обрушивается на тварь. Готовлю продолжение.